Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пора спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Сегодня я вам хочу показать интересный прием, который очень украсит переход цвета. Такой прием подходит для вязания резинок 1 на 1 либо 2 на 2. Вот смотрите, у меня здесь простой способ вязания, то есть видите, вот эти вот вкрапления видны, и они как бы делают неоднородной, неровными вот эти полосочки, а здесь уже все ровно и все идеально. Сейчас я вам расскажу, как добиться вот такого эффекта. А пока, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня и мои ценные советы. А также поставьте мне лайк и напишите в комментариях, как вы справляетесь вот с этими недочетами при вязании цветной резинки полосатой. Вот тут у меня связана резинка 1 на 1, обычная, лицевая, изнаночная. И теперь я буду переходить на другой цвет. Я добавляю ниточку и начинаю вязание. Весь секрет в том, как провязать именно первый ряд перехода. Первый ряд я провяжу все петли лицевыми, даже несмотря на то, что у меня тут есть изнаночные петли. То есть я вяжу все, даже изнаночные петли провязываю лицевыми. Провязала первый ряд. Вот видите, все идеально получилось ровно. Теперь поворачиваю, то есть у нас все вот эти переходы остались на изнанке. Теперь я поворачиваю и уже начинаю вязать по узору. То есть у меня лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И уже дальше я вяжу по узору, пока мне не нужно будет новый цвет ввести. И вот смотрите, что у нас получилось. Абсолютно ровный переход. А все, что нам не нужно, оно осталось на изнаночной стороне. У этого способа есть небольшой недочет. Он в том, что резинка становится не такая упругая, то есть она незначительно теряет свою упругость. То есть она, смотрите, вот здесь вот уже, а вот в этих местах шире, но незначительно. Не критично, и можно смело вязать, ничего криминального не происходит. А самое главное, все ровно и красиво. Я надеюсь, вы воспользуетесь таким способом, хотя бы попробуйте связать небольшой образец, чтобы посмотреть, подходит вам этот способ или нет. С вами была Тоня Февралева, я всех вас целую, обнимаю, желаю вам всего самого-самого хорошего, добра, тепла, здоровья обязательно вам и вашим близким. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, всем пока!